Как-то это начинает напоминать День сурка, не правда ли? Всем привет! Очередная сводка с войны. 18 мая. С вами Руслан Левиев. Кстати, в четверг нашей команде Conflict Intelligence Team исполнилось 11 лет. И мы тут как раз завели новый YouTube-канал, потому что старый забанен Гуглом якобы за экстремизм. Долгая история, так что лучшим подарком для нас была бы ваша подписка на наш новый канал, который нам пришлось начать с нуля. Даже не верится, что уже долгих 11 лет прошло с момента, как я решил создать совместный чат военных аналитиков для обмена информацией. С другой стороны, я мог провести эти 11 лет иначе. Ведь именно к такому сроку меня приговорил самый честный и независимый суд на планете – Басманный суд. Ладно, это все лирика. Давайте посмотрим, что у нас изменилось за неделю по войне. Странная идея атаковать Глушковский район Курской области пока что не оставлена. Продолжаются бои в районе Теткина. ВСУ даже нанесли удары по мостам в этом районе. Но ожидаемо, за неделю эти атаки никаких особых результатов не принесли. Это особенно становится заметным, если мы исходим из того, что Глушковский район атакуют с целью отвлечь российские силы от Сумской области. Как раз таки у России в Сумской области есть новые продвижения в сторону сел Беловоды и Водолаги. На Лиманском направлении Минобороны России заявила о захвате населенного пункта Торское и показала кадры, как российские солдаты спокойно перемещаются по поселку и демонстрируют российский флаг. Но вот мониторинговый проект Deep State, близкий к Украинскому министерству обороны, утверждает, что это якобы консерва. По их словам, запечатленные на российском видео события произошли еще 9 мая, а в итоге российские солдаты якобы были выбиты из поселка. Честно говоря, это выглядит довольно странно, потому что на картах этого проекта Торское даже не было в серой зоне. А когда публикуется видео, где солдаты противника спокойно разгуливают в разных частях поселка, это как минимум серая зона. Даже если их потом оттуда выбили. На Бахмутско-Константиновском участке фронта российские войска заметно продвинулись в городе Часов-Яр. Вроде как, это первое такое заметное продвижение примерно аж с февраля. И все равно город до сих пор не захвачен полностью. А вот Торецкое и Покровское направления принесли свои плоды армии России на этой неделе. По Торецкому направлению мы видим, что западная часть Кармана постепенно начинает схлапываться и выравниваться. И вот здесь я сделаю отступление и сразу внесу некоторую ясность. В качестве основы для визуального представления текущей линии фронта мы постоянно берем данные украинского мониторингового проекта Deep State, близкого к ВСУ. Если оперативно следить за новостями и каждый раз сравнивать их с тем, что отображено на Deep State, то порой у вас может возникать удивление и недопонимание. Что и случилось на этой неделе у многих, когда появились кадры, явно свидетельствующие о захвате Миролюбовки, а у Deep State она даже не в серой зоне была. Лично я в таких случаях для наших карт корректирую линию фронта, вношу изменения в соответствии с нашими представлениями о зоне контроля. Это первый момент. А второй момент заключается в том, что бывают захваченные населенные пункты, а бывают населенные пункты, в которых идут бои. То есть это серая зона. Где она начинается, а где заканчивается, точно очертить невозможно. К тому же ситуация быстро меняется. Поэтому мы, как правило, серую зону не рисуем. Так вот, на западном фланге Торецкого направления мы фиксируем, что идут бои уже в поселке Заря и селе Романовка, которые теперь находятся в серой зоне. Еще более заметными оказались продвижения российских сил в районе Александрополя, Новооленовки и Новой Полтавки. И с этого же западного фланга Торецкого направления пошло усиление восточного фланга Покровского направления. В частности, со стороны Воздвиженки российские военные продвинулись в сторону Малиновки и Миролюбовки, захватив последнюю. Постепенно вырисовываются очертания будущих клещей вокруг Покровска, то есть его будущего, явно не скорого, окружения. Для этого российской армии нужно определить еще поселок Новоэкономическое и город Мирноград. Я думаю, это задача на все лето, если не больше. На западном фланге Покровского направления захвачено село Новоалександровка. Вдоль всего западного фланга мы видим кадры атак, в том числе с применением различной бронетехники. И, честно говоря, такое ощущение, будто российское командование увидело, что до границы с Днепропетровской областью осталось меньше 10 километров, и теперь срочно усиливает атаки в эту сторону. Отчасти это может быть связано и с переговорами. Ведь если ваши солдаты находятся даже на маленьком кусочке земли еще одной области, это дает вам больше уверенности, чтобы заявлять о новых территориальных претензиях. На юге Донецкой области всю неделю идут бои в селе Богатыри. Когда я писал сценарий этого ролика, появились новые кадры села, которые позволяют как минимум предположить контроль российских сил над селом. Более определенно прямо сейчас мне сказать сложно, потому что это все по горячим следам, плюс наша команда еще даже не успела обсудить появившиеся кадры. Покровское и Торецкое направления могут стать эдакой битвой двух командующих сухопутными войсками. С украинской стороны за это направление отвечает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица», которой командует генерал-майор Михаил Драпатый.
И он же одновременно является командующим сухопутными войсками Украины с января этого года. С российской стороны за это направление отвечает группировка войск «Центр», которой, насколько нам известно, командует генерал-полковник Андрей Мордвичев. И он же на этой неделе стал командующим сухопутными войсками России, вместо снятого с этой должности генерала Олега Солюкова, которого отправили в Совбез вслед за Шойгу. Еще на прошлой сводке я говорил, что пока непонятно, что будет дальше с корейскими войсками, участвовавшими в боях за Курскую область. За эту неделю стало немножечко понятнее. Я теперь уверен, что мы не увидим их на новых направлениях. В Центральном телеграфном агентстве Северной Кореи было опубликовано поздравление Ким Чен Ына России с 9 мая. И хоть там это и не утверждается прямо, но, на мой взгляд, из текста явно следует, что для корейских военных операция закончена, и они отправляются домой. Что, впрочем, никак не меняет ситуацию с корейскими боеприпасами и техникой. Вот они явно продолжат поступать. По обстрелам Украины дальнобойным оружием эта неделя была более тихая, чем обычно. Да, я понимаю, что вы сейчас сразу скажете мне про завод в Сумской области и про автобус в Белополе. Но, увы, российская агрессия против Украины – это когда тихий не значит бескровный. Даже в более тихие времена продолжают погибать мирные люди. Здесь речь именно про сравнение с тем, что мы видим обычно. На этой неделе была всего одна атака с применением ракеты, а именно удар «Искандером» по заводу в городе Сумы, в результате которого погибли 3 мужчин, а еще 6 человек были ранены. На фотографии последствий удара мы заметили катки от танков Т-80 и Т-72. Тем самым можно предположить, что завод был задействован в военной промышленности, что делает его легитимной целью. Однако, согласно нормам международного гуманитарного права, это не делает легитимной целью самих сотрудников предприятия. И воюющие стороны обязаны предпринимать все возможные меры, чтобы избежать гибели гражданского персонала предприятия. Например, наносить удары ночью. Поскольку Россия этого не сделала и нанесла удар днем, и из этого погибли гражданские сотрудники, значит, это является военным преступлением. Также из Сумской области вчера пришла новость об атаке беспилотника на эвакуационный автобус, который вывозил пожилых женщин из опасных районов. На момент записи этой сводки известно о 9 погибших и 4 раненых. На фотографиях с места атаки мы видим обычный микроавтобус Mercedes Sprinter синего цвета, то есть не защитного зеленого цвета, у которого на задних дверях также видны надписи крупным белым шрифтом с названиями населенных пунктов, по которым следует автобус. Я считаю, что два этих фактора – яркий цвет и огромные белые надписи с названиями населенных пунктов – не оставляют никаких шансов тем оправдателям, которые будут говорить что-то про то, что обе стороны постоянно используют небронированный транспорт для перемещения военных. Мне это очень напоминает авторов телеграм-канала «От Мариуполя до Карпат», у которых руки по локти в крови. Они постоянно устраивают сафари на гражданских, прямо признают, что бит беспилотниками по мирным людям, даже гордятся этим. Особенно примечательным смотрится в описании их канала отметка регистрации в Роскомнадзоре. Эдакая печать одобрения государства на такой контент. Вернемся к вопросу того, что на этой неделе было заметно меньше атак именно дальнобойными ракетами, чем обычно. Вполне может быть, что это связано с циклами накопления воздушных средств поражения, а не с переговорами. Я ранее много раз описывал, что мы наблюдаем подобную тенденцию уже долгое время. Сначала масштабная кампания с применением множества разных дальнобойных ракет, потом пауза с применением в основном только шахедов, и потом снова атака с ракетами. Для отражения воздушных атак постоянно применяются самолеты F-16. И на этой неделе Украина потеряла очередной, 3-й по счету F-16. Официальная формулировка звучит следующим образом. В ходе отражения очередной воздушной атаки возникли технические неполадки. Пилот отвел самолет подальше от населенных пунктов и катапультировался. Его жизни ничего не угрожает. Одновременно с этим пришла новость из Норвегии, что они поставят все обещанные Украине F-16 до конца этого года. При этом часть истребителей уже в Украине. А по поводу всех этих летних кампаний, планов на год российских войск и сражений, хочется, чтобы именно российские солдаты услышали то, что сказал Мединский на переговорах. Что Россия воевала со Швецией 21 год, и поэтому мы готовы воевать вечно. Пускай российские солдаты услышат, что российское руководство готово к тому, что война не закончится никогда. А это значит, что никто из них не вернется домой. Проводить время с семьей? Смотреть за тем, как растут твои дети? Забудьте. Домой вы больше не вернетесь. Домой можно вернуться только в гробу. Ну или без ног, если очень повезет. В целом, прошедшие в Стамбуле переговоры ожидаемо никаких результатов не принесли. Российская делегация повторила свои заранее невыполнимые требования по передаче под полный контроль России 4 регионов в административной границе. И еще
пригрозила новыми территориальными претензиями на Сумскую и Харьковскую области. Мы, как военные аналитики, знаем, что у России нет возможности для осуществления этих фальшивых угроз. И мы можем и стараемся каждый раз честно, объективно, с цифрами на руках и без эмоций доказывать, почему вот эти угрозы неосуществимы, почему это блеф, какое текущее состояние российской армии и так далее. Но мы – маленькая команда с очень ограниченными ресурсами. При этом нас не только собственное государство всячески осудило и запретило. Как видите, нас даже YouTube чуть ли не экстремистами признает. А в то же самое время Трамп как будто бы даже верит в возможность таких угроз Путина. Не удивлюсь, если он скажет, что ну вот же, Россия по 50-60 тысяч новых солдат в месяц набирает. Путин же сказал так на днях. Значит, так оно и есть. А значит, Путин даже делает уступку, якобы отказываясь от полного захвата Украины. А у нас по 50, по 60 тысяч в месяц сами приходят, ребят. Из ваших трудовых коллективов в том числе. Вот, и спасибо, что вы об этом вспомнили. Так что я призываю вас всех поддерживать независимые СМИ, независимых блогеров и проекты вроде наших, которые пытаются донести честную, объективную информацию. Ну а мы с вами встретимся через неделю. Посмотрим, что нового там произойдет. Трамп в своей соцсети пишет, что он собирается созвониться в понедельник сначала с Путиным, а потом с Зеленским. Короче, в очередной раз намекает, что наступает решающая неделя. Плюс вроде как готовится личная встреча между Трампом и Путиным в течение 2-3 недель. По крайней мере, были такие сообщения. Вот такие новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами через 7 дней. До встречи и пока.